И понеслась. Нет, не хочет он правильно разворачиваться. Окей. Всем привет, вы на канале Польза.нет Лайв, и это лайв-канал от YouTube Польза.нет. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я пытаюсь тестировать Lenovo Y700. Меня зовут Саня, вот в таком положении пусть он останется, ничего с этим не поделаешь, с ротацией. Что я хочу сразу сказать об этом девайсе. Первое, если вам громко, то я еще не настроил микрофон. Разумеется, стримлю я сразу с него. И сегодня мы будем проверять, как всегда, уникальным способом в онлайне его автономность в игре Diablo, возможность еще в Геншине. И я не пиарю его. То есть те, кто вам говорят, что эта штука лучше, чем iPad, который желейный, это не так. То есть я это Lenovo никогда не поменяю. Если вы уже посмотрите на отзывы купивших, а его продают объективно с марта, просто сейчас мы стали его покупать раз, потому что железок мало, два, потому что он реально выгодно продается. То есть он сейчас по 28 тысяч, у меня версия 12256, и в телеграм-канале скидок. Также здесь есть в описании ссылка. Я его вчера как раз постил. По-моему, когда я начал покупать... По-моему, когда я покупал, я его покупал за 36. Но это лирика. Не лирика. В чем плюс этого девайса? Это а-ля единственный игровой планшет. По факту это не единственный игровой планшет, учитывая его вес, не габариты. Это примерно как Huawei-вские такие приличные 10-дюймовые планшеты по размерам, по весу. То есть он толстый, это не тонкая штука. У него ПО только, получается, китайская версия, только на английском языке, никакой глобалки нет, на русском языке у вас не будет ничего. С оповещениями беда, GPS нет, но есть вибро, притом неплохое, но топовым я его тоже не назову. Из вариантов он раньше был в одной расцветке, сейчас в трех. С симкой версии нет, хотя ее обещают. Есть microSD, за что им огромный плюс, то есть туда можно запихать карту памяти. И есть мини-джек, за что им тоже, разумеется, спасибо. Яркость максимум 500 нит, в помещении нормально, а вот во всем остальном не особо. Сейчас я при вас буду показывать геймплей, то есть что у нас по железу в этом девайсе, а после этого мы благополучным образом перейдем в режим игры и будем смотреть. Напоминаю, что это лайв-канал Польза.нет Лайв, скорее всего. Меня зовут Саня, подписывайтесь, и тогда вы будете иметь возможность наблюдать за этим тестированием всех и вся устройств. Почему? Потому что до обзора вы можете, допустим, при обзоре вполне возможно часто продавцы увеличивают ценник. Вот до обзора вы можете посмотреть, что у него автономности у экрана всего 6 часов 27 минут по PC-марку. Это очень мало. И баллы в Antutu обязательно я вам покажу. Здесь 870 процессор Qualcomm-овский. Пишем, как меня слышно, к слову, кто пришел, всем огромное спасибо. 617 тысяч баллов в Antutu, притом 12 гектар оперативы. То есть вы прекрасно понимаете, что это максимальная комплектация в плане оперативочки. Так, здесь у нас ничего не показали, ну вот так тогда. LPDDR4X, здесь у нас указаны ядра. Частота обновления экрана 120 Гц. 344 ppi плотность, но это не факт, что так оно и есть. По батарее 6500. Ну и в принципе все остальные данные вам не особо нужны и важны. Что из важного здесь мы можем найти? Могу еще 3D Mark вам показать, и это в принципе полезное дело. Максималка на слингшоте, максималка на слингшоте экстриме, звук в норме, это самое важное. Беремов, спасибо, что зашли. Кому не лень, в телеграм-канале взаимопомощи напишите, что начался стрим, и Гуэн Вицент тоже. Дмитрий Гордиенко, вы дошли, особо приятно вас видеть. Все, мы в тельняшках, пора. Нет, не пора начинать. Сейчас я вам покажу наличие NFC, отсутствие NFC. Хотя, по-моему, подождите. Да, нету его. Вот, пожалуйста, в онлайне при вас проверил, NFC здесь нет. И в настройках... Как же здесь в настройки-то зайти, я уже забыл. Вот видите, как много всего лишнего здесь. Вот они, settings. Сразу показываю яркость экрана на максимуме. 120 Гц экран. Защита глаз в топку. И, в принципе, все. Насчет языка, повторяюсь, русского здесь нет. Если брать кнопочку, вот здесь есть механизм.
Пожалуйста, кто увидел, нечаянно нажал на кнопку питания вместо кнопки переключения режимов. И в итоге получилась такая беда. Кнопка переключения режимов, по идее, должна включать внутриигровой оверплей, и мы должны увидеть, сколько у нас FPS. 120 Гц, панорамное стерео, бла-бла-бла. Дмитрий Гордиенко, обновите страницу, кому не лень, и проверим, идет стрим или нет. Так, извините. Пальцем почему-то... все нормально. Не включил я геймплей. Но единственное, надо перед геймплеем, окей. Смотрите, сейчас я показываю вам процент заряда батареи. И потом мы начинаем банкет, хорошо? Чтобы не было вопросов, я посмотрю, может быть, процента можно... Оптимизация. Вот, все, проценты видны, 97%. И сейчас мы можем включить, разумеется, секундомер. Правильно? Все, запомнили 97%. Входим в игровой мир. Я ставлю рекомендованные настройки. Я понимаю, что все говорят, включай максималку, убивай вообще смартфон, планшет. Нет, я так не считаю. Подвисает во время загрузки. Смотрим. Так, в магазине. Привет, земляне. Гуэн Винсент, то же самое. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, это важно. И сейчас даже магазин грузится. Почему так долго? Ну-ка. Давайте я поскромнее, наверное, графику поставлю. Потому что мне кажется, что планшет не вывозит одновременный стриминг. Средние настройки выставлю. Так, ну и сразу покажу вам средние настройки. Графика. Средние. Все средние поставлю, потому что, опять же, он же не знает, что мы будем стримить. Все. Теперь можно играть. Кое-как. Если тормозить не будет, скажите. Если будет тормозить, то будем что-то думать. Добрый вечер. Когда будет обзор на Xiaomi 12 Lite? Когда его догоняю, друзья? Любые девайсы, которые у меня есть на руках. Кстати, странная ориентация. Я когда играл на телефоне... нет, точно такая же. Я думал, как на телефоне, другая. Так, наверное, группой быстрее, правильно? Давайте-ка группой попробуем. Найти группу. Продолжить. Кто-то ко мне добавился. Слышно нормально, добрый вечер. На 12 лайт скоро будет... Ну, не скоро. Нет, 12 лайт не скоро. Я хочу его по-нормальному погонять. Вот вы видели, я Ace нормально погонял везде. Здесь можно погонять, кстати, лайт, если вы не против. И вот Ace нормально таки зашел, людям было интересно. Принять. Все. Жгем. 16 к 10 разрешение. Да, киношное. Я не знаю, что не так. Немного звук барахлит иногда. Ну вот мы сейчас проверим, кстати, где... я могу микрофоны подключить провода. Скажите мне, стало лучше или нет? Потому что мы уже пробовали Соньки 5, и провод не читался. Вот сейчас я подключу провод такой и
Так, ну, пытаемся еще раз. Продолжаем банкет с Твичом. Пишем, как микрофоны. Я надеюсь, что они слышны хоть как-то. Подождите. Так, это все не то. Слышно, все. Можно играть. Работает. Ну, а что делать? Все, геймплей стоит, стартинг гейм, лучше бы не говорил. Лучше бы ничего не подключал. Потому что я попытался подключить провода, и вы увидели, что из этого получилось. Ну ладно, через терник к звездам. Мы теперь знаем, что проводные наушники нельзя к Type-C-шке подключать, если это не... Но они через OBS-ку стримлю, я стримлю через программку Твича, и мне кажется, что ничего удивительного в этом нет. Убейте стража, закрытие. Через 3 минуты. Мне так кажется, что они уже всех убили. Звук пошел, но тихо. Так, но он не должен быть тихим. Ну, давайте я еще сейчас изменю. Настройки. Вот сейчас громче сделаю. Вот сейчас должен быть вообще норм. Если будет перегруз, то напишите. Норм. И... Наверное, они всех убили уже. Ничего не лежит. Отличный звук. Все. Супер. Родель. Рондель или что это было? Так, ну здесь логично предположить, что если портал там, то там же был где-то антигерой. Да. Антигерой был здесь. И, разумеется, можно разобрать все. Потому что все это хуже, чем у меня. Ей. Выходим из портала и потом опять заходим. Покинуть портал. Какой из новых смартфонов ждешь, по примеру, ты бы взял себе? Я 11 ультра дождался. О, у меня картинка не было, не то что звука, теперь норм. Снова привет, Саня. Андрей, привет. Надо перезагружать просто, если мы общаемся. И вот такая вот беда идет. Беда не приходит одна. Древний портал. Ну вот, глиф добавлю я. Получить еще мне не с чего получать. Может быть мерцающий? Не, нет у меня ничего. И никого он не находит. Ну, я думаю, потом найдет же. Есть что-нибудь ценное? Понятно. Потерянные руны. Адские реликвии. Что-то там. Почему перемещение прервано? Ну, войти. С неполным составом. Нельзя начать, если участники вне группы. Найти группу. Окей. Пусть ищет группу, а я куда-то побегу. А почему перемещение, интересно, прервано? Дальше 11 ультра сейчас норм, смотрел сравнение, он лучше 12 снимает. Опять же, 12 какого? Я не буду сейчас спорить. Я говорю, вы понимаете, что смотря кто и какое сравнение сделает и при помощи чего. Почему? Потому что можно снять так, что смартфон за 20 тысяч будет а-ля выглядеть лучше, чем смартфон за 100. Я как раз вчера спорил с одним товарищем своим, он мне объяснял, что iPhone 12 такой же, как 13 по съемке. Так, приглашение отправлено. Ничего я не понял, но окей. А я ему пытался объяснить, что 13 это просто космос разница. 11 ультра снимает лучше 12 ультра, обзор твоего друга. Теперь мы друзьями стали. Ну ладно, друга. Ну хорошо, это его мнение. Вы спрашиваете, разделяю я его мнение? Нет. Есть ли у меня аргументы? Нет. У нас вообще с ним очень много мнений по поводу чего-то не сходятся. GT2 Explorer Edition еще не приехал? Нет. Не приехал пока. О, дерево с ума сходит. Я, красава, не собираюсь комментировать. У человека есть мнение, это хорошо.
У меня же оно не должно быть, как у него. А на пепелище мы возведем костяной алтарь. А если некого будет валить, то что они будут делать? Это ж будет скучно. Мое пламя жаждет крови. О! Я прям поймал... вы видели? Поймал какую-то штуку, которая как будто видеокарта печалилась. Где тебя носило, все пропало. На Вестмарш обрушилась вся сила преисподней. Ничего не поминаю, мы только у древа с твоим реликвием. Понятно. Владыка преисподней Изелех почти прорвался через древо Эйнфрина. Нужно закрыть разлом, прежде чем он пересечет его и погубит, понятно, что-то там. Я этого не допущу. Конечно, не допущу. Я такой весь молодец. Открываю дверь. Недопускательные очень. Боссы. Все умрут. Всех победю. Повалили-то сколько людей. К оружию! Прорвались через баррикады. Все, всем вообще триндец. Мне кажется, что у меня уже такой левел, что здесь вот это вот то, что по легенде, это легче легкого. Ну и... Боссы, Месилова. А, не, нормально так жизни у меня забрала вот эта вот Валькирия. Джимки вступает в группу. Хорошо. Началось голосование. Кто-то там группу уже потерял. Так, жизни. И еще раз. Как мне не нравятся вот эти вот стреляющие существа. И вот так лучше всего прорубать. Все, босс. Но это не демон-солдат 100%. Понеслась. Так, заруба. Не беги от судьбы, лучше гордись этой честью. Я, конечно, горжусь. Все вы сейчас проиграете, а мы победим. Шпиль смерти. Мы сейчас его разрушим, и все. И все, и кирдык. И никто никуда не прорвется. И я его достану в преисподней. Так, 5 секунд. Привет, как здоровье? Да вроде ничего, а у тебя? А, это ты у опоссума. Да, кстати, опоссум, ты выздоравливаешь или нет? Признавайся. Так, летающие штуки, летающие штуки, летающие штуки. Пока костяной чувак. Как ты смеешь противиться демонам гнева? Да нормально противимся. Ты заплатишь за эту дерзость обязательно. Опа, не шутя. Все, давай, вали его. И не таких мы боссов валили. И по 360 тысяч жизней, и по 560. Не, как раз хочу услышать твое мнение. Потому что объективно выбираю между Vivo X80 Pro, Ultra. Так, опа, сейчас я читаю, подожди, одновременно. Сейчас убью его и расскажу. Первое, я хочу сделать такую тему. Я с 11 Ultra и 12 Ultra пройдусь в парке вечером. И поснимаю одновременно в 4К. То есть вы сможете в 1080p, допустим, там 30-минутный ролик посмотреть и сравнить. Я на лайв выгружу это дело. Второе. Я уверен, что ультра фото... Ладно, я не буду. Вот опять же, давайте дождетесь обзора, и я все расскажу. Скоро. Еще один смертный глупец. Что ж, присоединяйся к павшим. Ну и давай, и чего? Все это такие мелочи жизни. Пламени, не пламени. Надеюсь, это не конец. Нет, это 100% не конец. Не может быть концом. Это не может быть концом. Тем более 50 тысяч жизней, ну это вообще уж как-то несерьезно. Кто-то мне даже помогает. Очуметь. И жизни еще. И еще жизни. Опа. Не, ну вообще тип серьезный. Хотя вроде 100 тысяч всего у него жизней, но... Ты мне не ровня. Сейчас у него окажется 1 000 000 жизней. Берегись. И она меня спасла.
Напрасная жертва, неужели этот мир полон таких глупцов? Ну уж нет, польза нет. Так, спасибо, ждем, реально интересно. Ну, мне не особо интересно, потому что, я говорю, я считаю, что Xiaomi это, конечно, не про флагманы. Опять же, если я его не продал, но мне кажется, я его не продам никогда. А 11 Ультра я и не хочу, если честно, продавать. То есть, мне не кажется, что это неправильно. Почему? Потому что Ультра это всегда интересная штука. Так, я тут тестирую Realme 8 против 9. И самое смешное, C35 Storage Test набрал больше баллов, чем номерные Realme. Ну, странно. Очень странные дела. Так, и чего дальше? Возьми реликвий. Взял. Твоим глазам все ясно, ты видишь этого дьявола. Глашатай хаоса в видении он пал от моей руки, я знаю, где его искать. Ну, отлично. Раз так, то пойди убей его снова. Теперь принеси мне его останки. Да окей, вообще легко. Останки всех принесем. Так, Сантурий погубит эта вселенная. Чего? Санктуарий погубит. Это так вселенная называется. Хорошо. Добрый вечер всем. Еще раз напоминаю, мы просто сейчас стандартно тестируем устройство и параллельно играем, разумеется, в великий и ужасный Диабло, который никому не нравится. Найти группу. Может быть, найду. Без музыки как-то непривычно. Вообще музыка играет, просто, наверное, плохо слышно. Сейчас я погромче сделаю. Скажете, слышно? Нет? Так, можно и одному сбегать. Правильно? Вот. Ну, с 12 уровнем, ладно. Продолжаем искать. Можно войти? С неполным составом заходим. Если Некрофос готов. Дальше Hey from это не мне, Hey from Brazil. Начинаю у Лофи читать комменты. Все слышно хорошо. Бэт Алекс отлично. Так, ну что же, понеслась. Если человек пойдет один, то он прям заряжен на результат, и странно. Мне кажется, его сейчас переубивают при любых раскладах. Может, он и не прав. Так. Как это Диабло не нравится? Мне очень нравится, только смотреть, играть на смарте не люблю. Мне тоже Диабло прям очень нравится. 7 убийств, побоище и продолжение банкета. Его, надеюсь, не убьют. И сейчас ему помогу. Пока 26 убийств. Но мы успеваем. Здесь простая локация. Плюс еще у нас, собственно, слабенький товарищ с нами. Поэтому нам не дают каких-то космос сложных типов. Так, куда бежать-то? Он успеет? Нет? Все, 40 убийств. Не успели мы. Неудачники мы. 12 левел. Тут побегал и все. Ладно. Нагрудник со знаком воли. Окей, окей. 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 Как он выживает здесь? Ну, хотя, с другой стороны, я тоже выживал. Даже когда с какими-то космическими боссами рубился. Так. И опять не дали нам возможности продолжить поток убийств. А здесь кто, кстати, стоит? У меня глюк был, что здесь кто-то стоит. Но это отлично, потому что мне в Диабло нравится играть. Даже на телефоне, на планшете или еще где-то. Видите, он получается неуязвимый. А почему он неуязвимый? Классная магия. И 28 убийств. Кошмарный урон. Главное не давать остановиться убийством, чтобы до соточки дойти хотя бы. И понеслась.
Так, не туда прибежал. 46 всего. Не судьба. Ну ладно. Что есть, то есть. Получается, замораживает он или что? Ага. Ничего ж себе. Кристалл какой-то супер-мега. Это 12-го левела. Это человек что-то купил такое? Как так может быть? Противоядие. Сфера жизней. И вот там босс. Понеслась. Ну, 150 тысяч это нормальная жизнь, кстати. У тех боссов даже меньше было. Хотя уже все 60 практически. Пишем, как слышно, самое главное. Игра вроде бы не подлагивает. Вроде бы. Ага. Перепрыгнула. Страж. Ничего. Вообще ничего не выпало толком. Ну ладно. Печальное такое разбитие. Норм слышно, картинка в порядке, музыку слышно. Слышно отлично. И это супер. Сколько он у нас уже мучается? Сейчас я вам скажу. 22 минуты. Так, еще раз пробуем найти группу. Как-то она не ищется. Глифов у меня нету. Хотя может быть просто отмену. Отмену найти. Отмену. И все. Что значит перемещение прервано? Перемещение куда? Передвижение. И... Интересно, передвижение куда? Перемещение прервано опять. Очень странные дела. Не хочет он никуда перемещаться. А, портал. Давайте. Какой-то уровень 5 чего-то там. Плюсик. Саня, хочу спросить твое мнение. Считаешь ли ты 10 эром откатом назад в каких-то деталях? Конечно, да. В каких-то. Но они что-то новое пробуют. Пусть пробуют на новом процессоре. Ну, точно, если выбирать между РК и РТ, я бы выбрал РТшку. Но опять же, это мое мнение. 9 РТ. Не сказал бы, что камера лучше, по мне хуже. Здесь вопрос просто новинки и все. И то, что в принципе они продавали их за лояльный ценник, это смарта. Обновили, может процессоров не хватает на Qualcomm, может решили дешевле сделать. Хуже-то не сделали, просто и лучше тоже. Так, и... Опа, там вот этот магик. Нарежу эту штуку. Так. Так. Ага, я под ядом. Я под ядом. И... Почему-то здесь, кстати, вот коллективные смерти не считаются. Либо я еще просто пока не вошел в состояние, что здесь... Нет, здесь, наверное, просто не считается вот это вот, когда много убиваешь. Или просто я слишком много без остановки луплю. Что вроде бы должны, ну ладно. Или это только в режиме... Ух ты, ёшки, вот этот яд, конечно, это такая тема нехорошая. Вот эти вот штуки, которые
и ядом плюются. И что? Количество людей нет. Нету тут такого вообще. Сколько я нон-стопом победил, к сожалению. Жизни. В порталах не комбо-киллов. Нет комбо-киллов, я уже понял. Можно не спешить, в общем. Вот этот вот тип. Да как же тебе с этим ядом-то? А зачем портал нужен? Это по легенде или просто? Ух ты, ё. Все, взорвался. Так. И что-то мне подсказывает, что он не так уж и много... Опа. Не так уж и много и съел по заряду. Но это мы будем смотреть только через 34 минуты. Правильно? Мне некоторые товарищи уже пишут, что удобно выбирать по автономности что угодно. Заходишь на лайв-канал, смотришь запись стрима, начало и конец, и все. И понимаешь, сколько эта штука живет. Правда, это дело придется мне клеить, но ничего критичного. И... голодный труп. Прикиньте, сколько людей придумывали, рисовали эти штуки. Ага, еще эти штуки... как я не люблю этот. Так. А это кто? Морозяка это. Морозякой кто-то там лупит. Ядом, морозякой, всем чем. Дальше в порталах. Напишите, есть кто живой, друзья. А то такое ощущение, что либо все заснули, либо... Первое сообщение. Android, привет. Напоминаю, что всем, кому не лень, подписывайтесь. В телеге есть как. Здорово. Так. И вот она. Вот он момент истины. У меня так давно, кстати, на планшете топ готов, вы бы знали. Но я его что-то не выгружаю. Кстати, ты, Саня, не используешь кулер, когда смарт заряжаешь? Никогда. Но мне кажется, что это уже лютая дичь. Чтобы типа быстрее было. Это, знаете, это так же, как я не использую игровые режимы, чтобы гонять что-то в антуту. Потому что нормальный, обычный человек, он не будет включать в обычном режиме игровой режим. То есть тогда нужно уже, знаете, правильно использовать кулер, либо закидывать в морозилку, вешать на питание во время... Ух ты, ёшки, как они быстро-то меня покромстали. Этого не было в пророчествах. Однозначно не было. Так, а интересно, я это по легенде иду или нет? Ну, какие-то сложные типы. Вообще сложные. Не-не-не-не-не. Вот, все, вот с жизнями это уже лучше. С жизнями уже лучше. Без жизни как-то плохо. Портал завершен. Ей! Этого не было в пророчествах. Очень интересное заблуждение. Прекрасное дитя. Конечно, прекрасно. А почему я не хочу выйти? Конечно, хочу. Нет, портал это гринд опыта и шмота, не часть компании. Да, ну тогда я еще раз пойду в портал. Я ж могу еще раз сходить в портал. Я ставлю просто, когда жара, смарт на зарядке нагревается люто. Ну, лайфхак-то неплохой. Еще раз. Войти. То есть, получается, я могу на усложнение заходить и заходить. Интересные дела. И довольно полезные. Так, сейчас я пойду налью себе воды.
Вы можете какой-нибудь вопрос еще... По 11 ультра, говорю, и 12 ультра. Мне довольно интересно. Почему? Потому что одна штука мне обошлась прям в лютый оверпрайс. Вторая штука мне обошлась прям люто дешево. Я считаю, что я таким образом а-ля скомпенсировал стоимость 12S. Купив ультру, получается за 34 тысячи. А 12S за 90. Так, ну что, грид опыта. Гринд. Так, ну понеслась. Ну, я так понимаю, что вот с каждым уровнем все сложнее, по идее, портал проходить будет, правильно? И в одиночку я уже не смогу проходить. Чисто теоретически. Так. Ну, типы такие серьезные. По урону, во всяком случае. И почему-то их не интересует скелет. Что меня не радует вообще никак. Их интересую я. Только я. Ну, босс там, наверное, вообще лютый, если здесь среднячки такие бодрые. Хочешь больше гринда, запускай линейку вторую. Нет, не хочу. Мне и так норм. Нормально вчера в CSGO я 3 фрага сделал за час. Антиигра. А про телевизоры будет что-то? Скоро придется... Да, скоро будет про телеки, будет про 43-дюймовый Xiaomi и про 50-дюймовый Xiaomi после этого. Про 43-дюймовый вообще скоро-скоро. Вот. Каким основным пользуешься смартфоном? Повторяюсь, 13 Pro Max и Poco F3. И ни тот, ни другой советовать не могу к покупке. Советовать могу тот, с которым я ходил, OnePlus 10 Pro, который довольно выгодно продал. Но опять же, все равно в 2 раза дешевле, чем когда-то я его купил. Вот, я бы купил сейчас на месте всех 11T. Я перекупил его за, получается, 39 тысяч, потому что можно было использовать баллы. Я не знаю почему, но вот почему-то такая радость появилась. Зато вчерашний стрим веселый был, а сегодня, значит, не веселый. Я уже умер. И еще отваливался микрофон. И вообще Диабло это всегда весело. Ну, столько прелестных людей встречаешь за одну игру. Да что ж, почему же я все время туплю так? Опа. Опа. И жизни только одну дал. Ну ладно, хотя бы одну. Может, магию поменять для разнообразия? С фондом X5 Pro походил бы? Не. Все, вылетел. Ха. Вот вам игровой смартфон. Он просто вылетел. Просто вылетел на, получается, 33-й минуте. Это учитывая, что я перезаходил. Опаньки. Вот для этого и нужны лайв-прожарки, а не когда чуваки... Я говорю, я просто вижу, как я... Не то, что я там супер-тестер. Ну вот, пожалуйста, я включил играть в Diablo. Притом уменьшил настройки. Играю в Твиче. И вылетел. Вылетел, просто вылетел. Хорошо игра сохранилась, видите? А почему? А, ну вот так. Опять. Да ладно. А, Diablo работает, видите? А почему такая лабутень? Перегрев, что ли? Интересные дела. Да я в курсе, что Ace не вылетал. И Ace Racing Edition. Потому что это Lenovo днище. Вот я ненавижу вопросы. Саня, ты хейтишь. Народ нормальный пиарит. Народ нормальный пиарит, потому что они их не юзают. Им пришли, они по-быстрому картинку красивую сверстали и все. Люди любят, когда им рассказывают что-то хорошее. Люди не любят, когда им говорят правду. Вот. Но на правде тоже, видите, все равно нормальный канал можно создать. Большой. Опять же, это моя правда. Кто-то не хочет эту правду видеть и слышать. Опять вылетел. Нет, я не могу так играть. Слушайте, надо, наверное, что-то делать. Я сейчас посмотрю, что у нас в Antutu. Что у нас в Antutu по температуре.
Температура 48 у процессора, ничего космического нет. Ну давайте еще раз попробую Diablo. Если не получится, пойду в Genshin. Будет ли Realme Master GT Explorer Edition лучше? Думаю, да. Вспоминается планшет Vivo, где стабильность была. Я говорю, ну, еще раз, планшет продается с февраля. Сказать, что Diablo под него не оптимизировали, ну, они пошли... Ну, вот он игровой планшет. Вот он, игровой планшет. А-ля... Ну, не, все, он вылетел. Ну, вот и вся игра у нас. Хорошо, выдыхаем. Выдыхаем. Нам нужно посмотреть его автономность. И предположим, что это в Геншине будет уже. Надеюсь, будет. Потому что сказать, что эта штука, ну, вы понимаете мои эмоции, да? Но будем считать, что Diablo плохо оптимизирован конкретно под этот планшет. Так, принять. Вхожу. Загрузка данных. Все, понеслась. Barrymore, окей, так. Ей, мы зашли. Из Diablo он вылетает, значит, на 25-й минуте. Будем надеяться, что из Геншина не будет, потому что, ну, нечего тут вылетать. У него не такая температура. Да нет, вы не правы, кстати, на Diablo, на тех настройках он ест, может быть, даже больше, чем Genshin. Это кажется, хотя он, по-моему, стал еще больше греться. Ну что за дела? Только хотел сказать, уникальный контент, так интересно смотреть, как гоняет, как умирает любой приличный смарт, да? Так, понеслась. Выставляю настройки поменьше, потому что с приличными настройками он погибнет смертью. Ну, вы поняли. Так, 60 FPS показывает, температура 45. Вот, пожалуйста, вам, кстати. Всем, кого интересует. Графика. Пользовательская. Высокие. Средние. Все. Средние. И давайте выйдем из игры. Выйдем из игры для того, чтобы они точно установились, и ко мне никто никаких претензий не предъявлял. Все, еще раз настройка путешествия. FPS 19, температура 45, и она растет. Нет, падает. Ну, сейчас посмотрим. 45,3. Зря облегчаешь ему жизнь. Еще раз, я ему выставил настройки, чтобы мне не обвинили, что я его гноблю, понимаете? То есть я все равно жду хомячков, средняя по умолчанию, низкая нагрузка, которые прибегут и будут мне рассказывать, что Саня, ты просто хейтер, ты вообще не понимаешь в девайсах, нормальные пацаны видят в них силу, мощь, стабильность, добро, советуют их, и вообще техника не про меня. Я же не хочу всех ругать или как-то обижать. 30 FPS норм, никаких просадок пока нет. Выбираю что-нибудь. Телепрот. Нет, не хочу в укрытую. Не хочу туда. Я сейчас умру. Там 21 FPS, 15 FPS. Сейчас я перепрыгну из этой локации, потому что здесь я умру. Здесь я быстро умру и заготовка ингредиентов. Вот задание такое. Норм. AirPad на 680-м снапе не вылетал. Ну, это не ко мне, друзья. Это вот как они сделали железочку, так оно и работает. Вот у нас есть в одних и тех же условиях, с одними и теми же программами, возможность проверять девайсы вполне волшебные. И сказать, что у меня какие-то к ним претензии, нет, что-то недооптимизировано. Но опять же, снова, этот планшет был сделан в феврале, по-моему, представлен. Ну, в общем, проще говоря, он не один день работает. Вот этот мальчик, по-моему, по какому-то заданию распугал всех голубей. Прошу прощения. Мама говорит, по-настоящему прощения нужно просить делами. Голуби мои друзья. Утки. Пшеницы. Конечно. Спасибо. Если хорошо относишься к животным, понятно. У меня нет пшеницы. Нашла пшеницу? Да. Этого должно хватить. Скорми ее уткам. Ей! Я молодец. Почти. Теперь я пойду кормить уток. Ей! На озере. Не зря я живу.
Вчера, кстати, ходил в баню. Уже третий раз. Так что становлюсь постепенно нормальным человеком. Не только который играет. А дальше уточки. Да, и здесь уточки тоже. Приобщаюсь к культуре. Нет, кстати, в последнее время надо было, наверное, просто много раз ходить, чтобы вошло. Плюс еще в озере плаваю после этого, если кому-то интересно. После плотного обеда они обязательно, понятно, я буду осторожнее. Все, оладушки, великолепно. Все. Ранг приключений следующий. Можно пойти получить ранг новый. Третий раз за какой период? За 3 недели. Я раз в неделю, получается, гоняю архитектор. По понедельникам. Все Сестрорецкие. В баню за 60 рублей. Так. Награды ранга приключений. Собрать. Общественная просто. Понеслась. И... Полчаса в Диабло все-таки он доблестно сражался. Да, он почти смог. Почти смог. Но мы будем среднюю автономность посмотрим. Потому что потом я поиграю отдельно в Диабло в него. Уже не на стриме, потому что стрим он одновременно не вытягивает. Так, экспедиции. Забрать всех. Забрать всех. Получить. И получить. И опять послать. На 20 часов. На 20 часов. И на 20 часов. Нет, подождите. Все. Пойдет. Куда бежим? Это отличный режим. Да. Смотрим. Так, приключения книги. Телепорт. Побежали. Так, стоп, здесь тоже какое-то задание. Но это... Нет, это не то задание. Здесь какое-то быстрое, синенькое. Это суточное задание, по-моему, нет? Победите всех монстров. Окей. Пам-пам. Пам-пам. Эмбер. Так, и Наэль. И можно сжечь. Можно сжечь всех, все и вся. Еще пользой. И снова Наэль. Всех персонажей до 50-го качну. По-моему, нет. Надо посмотреть. Кого-то. Кого-то точно качну. Так, самый злобный тип. Потом еще, наверное, такой же появится. Если 8 их. Эмбер. И Наэль. И еще 4. Еще 3. Во, понеслась опять. Ну, этот хотя бы без щита. И Наэль. Раз, два, три. У меня GT2 задыхается от жары. Ну, на то он и GT2. Ну, перестаньте, идеальных смартфонов мощных не бывает, к сожалению. Вопрос по...
Так, и еще 5 секунд. И... Все, победили. Видите, не вылетает. То есть, все-таки Диабло больше. Я говорю, Диабло больше поедает. Завтра... Так. Завтра что будем? Будем гонять Poco F4. Есть ли смысл дожидаться от тебя обзора Master Explorer Edition или сразу покупать OnePlus 10 Pro, зная, что он будет лучше? Это вам решать. Всегда вам, друзья. У меня даже при повседневном использовании F3 скидывает сейчас. Скидывает что? Яркость? Ты F3 долго юзаешь как основной? Нет, месяца, наверное, 1,5, может 2. Давай прогоним F4, это завтра. Какая красивая это ваша Диабло. Ну, это не совсем Диабло, опоссум. Сарказм. Сарказм так и со всех мест. Так, направляйтесь в магазин книжный. Направимся в книжный магазин. Температуру сейчас скажи, пожалуйста, легко. Так, кстати, я могу вот так сделать же. Переключателем. И температура 45,3, но он горячий. Реально его некомфортно держать в руках. То есть тепло не рассеивается по всей площади. И комфорта нет. Нет комфортно. Ну, опять же, я без чехла его юзаю. Если в чехле, может быть легче. Понеслась. Тихо. И догнали мы хозяйку книжного магазина по какому-то заданию. Смотри, листай сколько угодно, покупать не обязательно. Простите, мы уже давно не заказывали. Любитель старинных книг. Я так понимаю, это я по линейке иду? Какие там опа и вива? Учитесь, вот как надо делать по планшету. Да. Уровень сарказма 100. 46 градусов, 47 почти градусов. Ну что не читаешь? Синь Сю вон пришел к тебе. Ну хорошо, записки отшельника, объявление книжного. Так. Синфан. Я особо ни на что не надеюсь, если честно. Мне просто нравится, когда ты читаешь буковки. Хорошо. Так, Цинфан уже ответил. Оплатить покупку, я хочу купить книги. Окей. Не знаю, зачем она мне, правда. Купить.
Что-то она мне должна дать, правильно? Купить, купить, купить. Бесконечное количество книжек. И мы его уже мучаем, получается, 50 минут. Осталось 10 минут, и мы примерно сможем прикинуть его автономность в играх, в принципе. Но снова напоминаю, что в Diablo он не вывозит. Здесь у нас 46 градусов. Так, в архиве что-то там. Посетите 9 на горе древний Цинце. Окей. Древняя гора. Телепорт. Телепорт куда-нибудь поближе надо. Правильно? Максимально близкий телепорт. Вот, наверное, сюда. Пишем, как вам от этого планшета, да. Как ощущение? Судя по температуре, он и Геншин не особо вывозит. Ну, 47 градусов это не лучший вариант вообще развития событий. Чана 9. Чана 9. Вы довольны? Чем я могу быть доволен? Понятно, понятно. Из-за того, что здесь слишком скромненько, но со вкусом. Да, и не считая того, что он прям люто горячий. Прям люто-люто. Так, и где мне искать его? Что такое Чана 9? Мне его надо найти, наверное. Или он выше? Скорее всего, выше. Вы вне зоны действия цели. Так, ну, наверное, он наверх. Ох ты, ёшки! Что, я умер? Нет, не умер. Ну, куда-то я должен ползти долго и упорно. Все через боль в этом Геншине, да, Посум? Планшет 870 и перегрев — это три вещи, никогда не встретишь вместе. Но это если это только не Lenovo, правильно? С Lenovo возможно все. И здесь надо отдохнуть. Вы вне зоны действия. Окей. Отдохнули и ползем опять. Вот она стабильность, да, Дмитрий Гордиенко. Стабильность уровня прям беспредел. Как минимум. К слову, всем, кто беспокоился, вчера, по-моему, беспокоились, сколько там народа. Так, посмотрит, сменить аккаунт. Нет, не надо здесь ничего менять. На лайве даже про ноутбук посмотрело 700 человек. 697. Так, где я ползу тут? О, Y90, я чувствую, там вообще будет плакать. Горючими слезами. Такое мракобесие, вот, я не знаю, у меня слов нет по поводу Y90. Это просто лютое Г. Ну ладно, оставим это на откуп людям, которые это дело советуют и которые прислушиваются к советам покупать на Джуме, допустим. Да? Нормальные такие советы покупать на Джуме. Супер советы, я бы сказал. Дальше, что у нас еще? Никого не троллю. Вы имеете право покупать где угодно. Где угодно, у кого угодно. Я говорю, я сегодня переругался со всеми блогерами, потому что, ну, у меня формулировка простая. Вы типа советуете Joom, кто-нибудь что-нибудь покупал, и мне скидывают скрины, что Саня, ну, там, понятно, не Саня, там, спасибо за совет, тут отлично. Вот сегодня я смотрел, на Joom выкидывали планшет, допустим. Я погуглил, он на Алишке с доставкой из России на 2000 дешевле. В чем прикол, я не знаю. Ну, то есть, как бы, ты доставку ставишь из России, заказываешь на проверенной платформе, получаешь планшет дешевле. И зачем тогда рекомендовать левую платформу абсолютно?
Чтобы человек дольше ждал и девайс был дороже. Ну, в общем, странные дела. Так же, как и яблочные девайсы, все это такая опасная штука, потому что можно на такую паль нарваться, даже на Али. Но на Джуме оригинала, наверное. Там мне скидывали скрины супер-мега iPhone с Джума. Бэтком Алекс Y90. Да видите, в чем дело? Его можно и не включать. То есть, во-первых, он убого выглядит. Вот эти камеры, они прямо, ну, ну, вы поняли. Во-вторых, понятно, что это мое отношение к нему. Пока, может быть, оно изменится к лучшему. Но нужно... Опа, не туда, ниже. Где-то ниже. Какой Али, если есть Джун? Да, однозначно. Так, а что ниже? Где мне здесь ниже что-то искать? Так, куда-то туда. Что-то подо мной должно быть. Ну, шлеп. Так, и что мне здесь искать? Чана 9. Ну, что такое Чан 9? Печаль. Апоссум, подсказывай, где эта штука находится, которую я должен найти. Не понимаю вообще ничего. Мужик какой-то, понятно. Мне надо найти мужика. Хорошо. Миссия найти мужика. Вот он. Ей! Для этого мне нужно было ползти. Нет, да вопрос просто, зачем искать острых ощущений и платить больше? Вот в чем, как бы, мой вопрос. То есть, ну, народ, окей, ведется, понятно. Но ты, опять же, шлешь народ туда, где дороже. Туда тупо, где дороже. И доставка из Китая. То есть, ну и ладно, есть те девайсы, которые там, окей, можно рискнуть. Но опять же, не знаю, какие. Если поползать на том же Авито и на Яме, всегда можно найти, ну вот три, получается, Яма, Авито и Алишка. Не знаю, мне в личку так никто и не написал, кто что на Джуме купил и что мне советуют дешевле, чем на Али. Все пишут, что Али плохие к блогерам, ютуберам и всем остальным. Ну и что? Ну как бы окей. Ну сейчас, допустим, наверное, крупники вообще страдают. Говорю, я не особо сильно страдаю. Аж как покупал, так и покупаю. Рвемся к разговору о книге. Окей. Кстати, Нави самокат очередной. Он, короче, может только 10 километров проехать на заряде. 10! Прикиньте. То есть прошлый был мракобесный, но этот облегченный новый. Сейчас тоже все дружно будут о нем рассказывать, как и я. Но это, конечно, та еще ржака. Посмеяться вдоволь можно. Так, а чего? Найдите одолжившего книгу Синцю. Побежал. Озон тоже. Не, ну Озон, понимаете, я не знаю, какие претензии лютые к Озону. Я постоянно там пытаюсь что-то купить, да, у меня не получается. Но я уверен, что у кого-то, наверное, получается. Наверное. Ну, точно не СДЭК, как мне Вячеслав. Вячеслав здесь никогда не придет на стрим такой. Вот. 10 километров жесть, да. Ну, может, я сейчас еще покатаю, может, у меня неправильные данные, но вот по ощущениям, то, что он дольше часа ехать не может, 90%, а скорость у него 25 километров в час. Вот. И как бы заряжается он не так и долго. Ну, не знаю. Нет, заряжается он как раз супер долго. Короче, я даже не засек, как долго он заряжается. Кстати, выбил палец, мизинец, у меня он так сейчас болит, вы бы знали. Нытье. Я так понимаю, твой обзор про самокат будет резко отличаться от всех остальных. Нет, почему? Ну почему опять же отличаться? Они могут сделать честный обзор и все. Просто честный, потестировать. Даже не честный, они могут потестировать. То есть вопрос-то не в том, что кто-то врет, а вопрос в том, что кому-то лень. Вот, допустим, этот смарт, он игровой. Но, ну, в общем, ну, вы поняли, да, что он игровой, но в Diablo играть дольше 30 минут с одновременным стримингом на Твиче, притом с пониженными настройками, он не может, он из Diablo вылетает. Вот, в Genshin он может играть на низких настройках, это хорошо. Греется он очень некомфортно, то есть я сейчас еще раз покажу вам температуру.
47 градусов и 7 десятых. То есть почти 48 градусов. Очень неприятная температура, я вам честно говорю. То есть я кайфа никакого от игры не испытываю. Нужен чехол как минимум. Да. Как подставка для чая вообще отличная тема. Я бы сказал, великолепная. Куда он исчез? Надеюсь, он сюда телепортировался. Все, отлично. Так. Все, ведьме хана. 47 градусов на планшете. Да. Потом мне будут писать, знаете, ты не в игровом режиме, а кто нормальный стримит одновременно? 47,6. А вообще тебе пришел брак. И нормальные пацаны вообще рассказывают только какие-нибудь сказки про фей. Я говорю, ну вот смотрите, у меня был Ace Racing Edition. OnePlus не представлен в России. Китайские девайсы. То есть их там еще очумеешь покупать. На Авито может быть какие-то вещи купить дешевле даже. Вообще никаких проблем, если хорошая вещь. Я говорю, блин, бегите, покупайте, играйте. Вообще, ну, то есть вот объективно. Ace и Ace Racing Edition. Ненавижу Дименцию. Дименция 9000 во всех смартах, что у меня была, это просто мракобесие. 8100 Max на этих двух просто бомба. Так, знаю своего врага. Знаю я врага своего. 2274 метра. Сейчас найду опять врага какого-нибудь. Понеслась. Так, не получилось. Телепорт. 47 градусов в планшете. Да, Дмитрий Гордиенко. Именно так. 47 ровно. Ей! Жгем. Мы еще увидим сейчас автономность. Я думаю, вот что автономность нас вообще улыбнет по полной программе. Но не будем забегать вперед. Потому что нам еще осталось, сейчас я скажу... все, мы можем забегать вперед, можем посмотреть автономность. 74%, было 97%, 23% за час. Ну, кстати, не совсем мрачно. Не совсем. Горячий, как печка, конечно, вылетал. Ну, ладно. Такая у него судьбинушка. Вылетать и быть горячим. Так, все равно наверх куда-то. Раз. Так быстрее будет прыгать. У розетки на всяко не будет ни лагать, ни греться. Да, у него нафиг ни о чем на телефон, это просто мечта. Я говорю, я не знаю, что у него за сюр, либо у него там просто тысячи купленных девайсов, и ему их срочно все надо продать. Не, вообще с точки зрения YouTube он делает все правильно, никаких претензий. Я говорю, есть не один десяток человек, которые мне подсказывают по YouTube, у которых несколько миллионных каналов, и все говорят, Саня, чем больше хвалишь, тем лучше заходит, тем больше YouTube рекомендует, ну, это все остальная лабутень. Но, ну, вы поняли. Там куча в ботах в комментах. Bad.com и Alex, я знаю одно, что есть очень много миллионников, у которых накрученный народ, и мне без разницы. Если... Опять же, брать мой канал, вот там Фил, допустим, он парится, ему там этот 1 миллион нужен подписчиков. Мне честно не нужен. То есть у меня вот, пусть стата будет такая же, 3000 подписчиков в месяц, плюс, и все. Это, ну, у тебя получается просто обновление аудитории. У меня сейчас, правда, 8000 подписчиков в месяц, то есть пока больше. Ну, окей. Средних просмотров мне достаточно 1 миллион. У меня сейчас 2,5, даже с 1 миллионом я буду рад. Вот. И все. То есть, чтобы мне пилить тем же темпом контент, никаких проблем. 1 миллион и все. Телега бы хорошо раскрутилась, вот эта инста, потому что мне кажется, что... Ну, это прикольная тема. Как-то мы ее попытались дружно поднять, но пока не получилось. Так, вот как забежать туда наверх? А? Заползти никак. Или может как-нибудь заползти можно? Раз, два... Нет. Да, нет. Заползем? Нет, не заползем. Ладно, забегаем. Видел тут одного дяди с бородой, реклама Течна недавно была. Мы бы знали, как я смеялся с этого. Не, ну почему Течна? Мне тоже писали. Не, я бы с удовольствием о них рассказал, наверное. Если бы у них была чуть-чуть другая политика по поводу, опять же, что им можно рассказывать. Когда можно рассказывать что угодно,
вообще без разницы, о чем рассказывать, правильно? Но когда тебе говорят, о чем говорить, я говорю, это чисто политика Huawei. Тысячный раз они мне опять писали, я им написал все равно и в этом году, что я о них думаю, потому что у них очуменные девайсы, но они обманывают покупателей, не рассказывая о девайсах какие-то определенные недостатки. Вот, мрак лютый. Ну, ничего. Так, я думаю, что банкет надо заканчивать. Я сейчас включаю режим глаза в глаза. Напоминаю, что 23% съел планшет. 5 секунд. Ей! Еще раз всем, кто зашел, огромное вам спасибо. Канал Польза.нет. На лайве выгружу это дело. 23% съел планшет, вылетал. Грелся до 47 градусов. Все видели. Притом, это не на максимальных настройках. И это не супер новый планшет. И всем, кому не лень, подписываемся на лайв-канал. Кто хочет помочь проекту, помимо лайва, разумеется, пишем на основном. В комментах пишем, как вам этот планшет. И завтра, возможно, мы погоняем с вами иксы. Но не факт. Может быть, денек отдохнем. Завтра обзор будет на хуавеевские часы на основном канале. И потом будут уже телевизоры, пылесосы, вот что-то, чтобы разгрузиться. Огромное спасибо всем, что пришли. Димон, Берримор, архитектор Дмитрий Гордиенко, Бэтком Алекс, Беркамен и Апоссум, если ты все еще здесь. Огромное спасибо за стрим.